Итак, друзья, ну что могу рассказать. Прошлое видео заканчивается где-то на белорусско-польской границе. Там меня благополучно разворачивают обратно. И вот я, тадам, я снова в Москве. И сейчас я иду в польское консульство получать свою гуманитарную визу. И чуть позже я вам расскажу, как вообще мне удалось туда попасть. А сейчас иду. Надеюсь, мне ее поставят, и я смогу сделать еще одну попытку уехать отсюда. Ну вот оно, за решеточкой. Там поближе, конечно, уже не буду снимать, потому что там все под охраной, все очень строго. Вход по записи, по паспортам. Ну все, желайте мне удачи в очередной раз. Ура! Смотрите, паспорт забрала, визу получила, но там стоит виза С. Не знаю, как меня пропустят с этой визой С, но уже польской, на польской границе, но во всяком случае особых вариантов у меня нет, и мне нужно будет пробовать либо ехать опять через Польшу, либо совершить 5000-километровое путешествие через Грузию, Турцию и так далее. И, в общем-то, вот собираюсь снова на Польшу. Так, мы снова приехали в аэропорт менять нашу справку на евросертификат, чтобы можно было без проблем пройти границу в Польшу. Вот мы находимся во Внуково. Вот такой вот здесь ветеринарный контроль. Мужика нет, куда-то ушел. Ждем. Так, ну вот мы уже вышли из аэропорта, получили вот такую справочку. Евросертификат называется. Уже сидим в машине, надо срочно выезжать. Парковка стоит 300 рублей за час. Так что вот так. Вообще, в принципе, в аэропорту вы все быстро получите, но желательно оформить заявку на этот евросертификат на сайте заранее. Итак, чтобы вывести животных, вам понадобится справка формы 1. Это вы получаете в государственной ветеринарной клинике. Для того, чтобы ее получить, вам нужно предоставить паспорт животного. Животное должно быть чипировано и привито от бешенства. Обязательно обработано от всех паразитов. Там вам запишут всю информацию о ваших прививках и о ваших животных. С этой справочкой вам нужно будет поехать в аэропорт и поменять эту форму на евросертификат. Чтобы немножечко облегчить себе задачи этим сотрудникам, которые в основном очень медлительные и вообще очень туго соображают. Короче, есть форма заполнения этой заявки на евросертификат онлайн. Все очень просто, заполняете там все данные, приезжаете в аэропорт, распечатываете, и все, вы свободны. Вы можете на границе показывать эту справку и спокойно проезжать. Так что вот такой вот вам лайфхак, как провозить животных. Немножечко муторно, много бюрократии, но возможно, и все как бы совершенно не трудно. Приезжайте с животными обязательно, потому что у них чипы, и чипы нужно просканировать, чтобы идентифицировать и все сверить. Вот такие дела. Так, друзья, вот я прибыла на КПП. Непонятно пока сколько здесь народу. Сейчас иду платить дурацкую госпошлину на выезд, чтобы не терять времени уже там на границе. Здесь перед въездом, ой, здесь есть и обмен валют, и заплатить, наверное, можно. В общем, друзья, кажется, что здесь почти нету машин, потому что раньше-то я вот туда далеко-далеко уезжала, а сейчас здесь почти никого нет. Может быть, мне повезет. Может быть, мне повезет, и я смогу быстро пройти эту дурацкую границу. Очень надеюсь. Охренеть, здесь все было забито машинами, а
А сейчас здесь никого. Я просто не верю своим глазам. Я настраивалась, что буду стоять здесь сутки или больше. А тут что, я раз и на КПП, что ли? Разве такое бывает? Я не знаю, это какой-то подарок судьбы просто. У меня просто слов нету. Вот я уже на КПП почти въезжаю. Я просто не верю своим глазам. Здесь все было занято, все вот это пространство, все было занято машинами. И это все было настолько долго. А тут, смотрите, вот я уже. Только заплатила. 2 минуты, я уже тут. Так, ну мы уже подъезжаем на въезд на сам КПП. Я сюда заехала без чего-то 2, а сейчас 4 часа, без 5-4. Вот. Так что двигается вполне быстро. Не так, как в прошлый раз. Так, ну что-то я накаркала с тем, что очень быстро все двигается. Двигаться перестала, в общем. Теперь стоим тут в красном коридоре, ждем чего-то. Ну, давайте я вам пока расскажу. Или не расскажу. Настроения рассказывать нету вообще. Ну, пока мы стоим, ждем, давайте я вам расскажу, что со мной в прошлый раз случилось. Я простояла на границе практически сутки. Здесь была огромная очередь. Перед Новым годом я собиралась вернуться в Украину. И я, конечно, знала, что такой вариант возможен, но надеялась, что Польша меня пропустит по гуманитарным соображениям, воссоединение с семьей, и у меня все-таки постоянный вид на жительство в Украине. Но, к сожалению, эти документы никакой роли не взыграли, и они меня просто-напросто развернули. Это было для меня ужасным ударом, потому что я все же надеялась на благоприятный исход. И мне пришлось вернуться обратно в Россию и думать, как я поеду дальше в Украину, потому что виза моя закончилась, шенгенская, которую я делала летом. Мне пришлось открывать новую визу, и параллельно я писала в консульство Польши и кучу писем, в общем, написала. Польши, по-моему, Литвы, ну куда я только не писала, чтобы хоть какие-то варианты иметь, помимо того маршрута, который на 5000 километров. И неожиданно для меня, когда у меня уже все документы были поданы на визу снова шенгенскую, я уже была морально подготовлена ехать огромный этот маршрут через Грузию и Турцию, мне пришло письмо от консульства Польши с приглашением на оформление визы. Вот так вот мне повезло, я им предоставила все документы, и тогда они мне сделали гуманитарную визу. Вот то, что я хотела, то, что они могли бы мне поставить на границе, шлепнуть, но в итоге пришлось сделать вот такое вот путешествие геморройное. Ну вот сейчас я стою, жду своей очереди. Надеюсь, в этот раз все будет благополучно. И мораль сей басни такова: во время войны лучше не совершать таких опрометчивых путешествий, какое совершила я. Потому что неизвестно, сможете ли вы вернуться обратно. Тем более в такой ситуации, когда вы являетесь гражданином России и проживаете в Украине на основании вида на жительство. Страны Шенгена, они сейчас крайне негативно относятся к россиянам и в плане пускать на свою территорию. Вот
вот в этом плане я имею в виду. Поэтому все будет очень-очень трудно. И не факт, что получилось бы у меня оформить эту гуманитарную визу. Это просто какое-то везение. Поэтому, наверное, я вам советовать не буду сейчас куда-то выезжать из Украины, если вы имеете российское гражданство и живете по виду на жительство. Наверное, лучше решать все вопросы свои пока на территории Украины, потому что обратно будет вернуться очень-очень сложно. Хочу единственное, что вам сказать, друзья, что это КПП, вот этот Брест, это просто конченые КПП, потому что машин было не так уж и много, с 2 часов я тут торчу. Вот они, видите, как работает. Одно окно работает. Никого не выпускают. Твари. Друзья, я на польской границе. Поснимаю вам втихаря. Наверное, нельзя снимать. Но вот так вот здесь такая огромная площадка. Загон для людей, для машин. И здесь очень много линий. Но вот двигается только 2. Из 5 или 6. И поэтому вот такие заторы. Так, докладываю. В Польшу меня впустили. Все нормально. Вопросов практически никаких не было. Собачьи документы посмотрели, мои посмотрели, машину поверхностно глянули и пропустили без вопросов. Вот я уже приехала на выезд КПП Зосин, Усть-Луг. Будем сейчас смотреть, как меня Украина будет впускать. Ура! Меня пропустили. У меня уже просто нету сил радоваться, потому что все это время я не спала нормально. С самого момента, как я выехала из Москвы, я ехала 1000 километров по Беларуси, стояла там на границе. В Польше я только немножечко поспала, остановилась, потому что уже невозможно было ехать где-то пару-тройку часов до рассвета. И вот, все это время я не сплю. Давайте я вам расскажу, что происходило на украинской границе, как там вообще запускают сейчас россиян. Значит, все это происходило таким образом. Я заехала на КПП украинский, там было совершенно мало машин, машины, наверное, 2 передо мной. Пошла с паспортом со своим в окошко паспортного контроля. Он мне сразу сказал, что вам нужно будет побеседовать с сотрудником погранслужбы, пройти собеседование, и также немножечко придется подождать, потому что по всем россиянам, которые заезжают на территорию Украины, идет запрос в Киев. И, соответственно, это все занимает какое-то время, и вам нужно будет это время подождать. Все были максимально вежливыми, все было абсолютно спокойно, без всякого негатива. Я прошла это собеседование, меня там спросили, кто я, что я, сколько я живу в Украине, есть ли у меня там родственники в Москве. Ну, в общем, такие стандартные вопросы, я ему все это поотвечала. Показала телефон, надо было показать свои соцсети, он все это сфотографировал. И все это было отправлено в Киев на утверждение. Время, которое я там провела на границе, где-то порядка 5 часов. Это все занимает, поэтому тоже нужно подготовиться. Мне это время далось с трудом, потому что постоянно клонила в сон. Спать хотелось просто нереально. И тогда я заехала наконец-то. Сейчас мое путешествие, возвращение домой продолжится уже по Украине, в украинской земле. Но сейчас я буду, наверное, искать себе какой-то ночлег, потому что нужно нормально выспаться, прежде чем продолжить дорогу домой. А также у меня есть еще одна проблема с колесом. Выезжая из Москвы, я обнаружила, что у меня на колесе, на правом заднем, грыжа выскочила. И я на свой страх и риск поехала на этом колесе, и всю эту дорогу я ехала, не превышая 90 км в час. Сейчас вот мне еще осталось
около 500 километров до Киева. Дотянет ли мое колесо? Неизвестно. Собаки в номерах. Все на кровать хотят. Все, отдыхаем. Итак, колесо, которое было с грыжей, когда я выезжала из Москвы,